Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы знаете, британские ученые заметили, что легче всего создаются трудности. Вот просто лежали себе ткани, никого не трогали. Но нашлись же рукодельницы с пытливым умом, которым захотелось эти ткани порезать на полоски шириной 5 сантиметров. А все почему? Потому что мы девочки и очень любознательные. У меня простая бытовая швейная машинка. А чтобы полоски лежали ровно, на одной плоскости с игольной пластиной воспользуемся самодельным приставным столиком. Вот такие мы рукодельницы. Любим самоделки, самогон и самосад. При работе за швейной машинкой строчку делаем мелкой, крепкой. Цвет ниток нейтральный, золотисто-бежевый. Ткани подаем с равномерным натяжением. Дело в том, что может появиться деформация ткани. Верхняя ткань растягивается, а нижняя припосаживается. Все полоски сшиваем между собой в длинное широкое полотно. У меня оно состоит из 5 полосок. Когда я говорю фразу «надо мне пойти и подумать», я сразу вспоминаю анекдот. Это когда приходит к вождю племени индейцев индеец и говорит: «Ухожу я из вашего племени». Вождь спрашивает: «А почему?» Индеец отвечает: «Мне не нравятся имена наших индейцев». Вождь говорит: «Так, я не понял, тебе не нравится мое имя Зоркий глаз?» «Нет, нравится». «Так, тебе не нравится имя моей жены Верная рука?» «Да нет, нравится». «Ну так вот, бычий хвост, иди и подумай хорошенько». После этого все тщательно проутюживаем и отметим линии разрезов. Замечательно, если у вас есть специальные линейки, шаблоны на 60 градусов. Если нет, то можно обойтись и подручными средствами. Я чуть раньше работала с равносторонними треугольниками, и выкройка у меня осталась. А сейчас с ее помощью, с линейкой и карандашом разметим всю лоскутную заготовку на равносторонние треугольники и аккуратно ее разрежем. Сами видите, какие интересные детали у нас получаются. Часть с широким синим основанием, а часть с красным. Вот и вся премудрость. А дальше мы уже включаем нашу фантазию и пространственное мышление. Смотрите, что будет, если мы разложим только детали с широким красным основанием. Получается красная решетка с синими провалами, углублениями. А если мы немного изменим направление этих треугольников, то перед нами шикарный красный шестиугольник-гексагон с темно-синим центром. Давайте еще немного покрутим заготовки. Получилось что-то похожее на пропеллер. И эту форму тоже можно изменить. Развернем детали. Вид, как у колеса со спицами. Девочки, смотрите, крутите, выбирайте. Знаю, что не все обладают пространственным воображением. А в мастер-классе можно посмотреть, что будет при том или ином развороте ткани, и можно выбрать тот вариант, который больше понравился. А сейчас попробуем по такому же принципу разложить детали с синим основанием. Вот объемная решетка, из которой легко сделать яркий синий шестиугольник с сияющей красной серединой. Можно выложить детали в ряд
и мы получим замечательный объемный зигзаг. Синий или красный? Выбирать вам. А если скомбинировать вместе в одной композиции оба варианта? Как вам такой вариант? Красота? Нашить таких деталей побольше, и можно еще продолжать до бесконечности. Для того, чтобы получить новые оптические эффекты, достаточно поменять только одну деталь. Когда мы определились с раскладкой, остается только сшить наши заготовки. Надо, чтобы совпали полоски. Поэтому лучше сначала воткнуть булавочки в шов, все совместить, а уже потом прошивать. При работе за швейной машинкой следим, чтобы у нас ничего не убежало. Ткани придерживаем, все проверяем. И еще немного не дошиваем до конца деталей, примерно 6 мм. Это нам поможет правильно состыковать центры заготовок. Когда все отшито, заготовку тщательно проутюживаем с паром, подтягиваем и расправляем швы. Портной гадит, утюг гладит. Видите, какая интересная деталь у нас получается. Оригинальный оптический эффект. Размер заготовки получился 35 на 58 сантиметров. Я немного не рассчитала количество заготовок, и у меня еще остались детали. И эту красоту можно продолжить с обеих сторон. В общем, чувствую я, что мне надо будет пойти и подумать, помедитировать над этими полосками. А пока я думаю, вы время зря не теряйте. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии, шейте, творите. Я вам даю идею. А у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!